Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Я в Питере на даче, и мы пошли погулять в лес, пока погода позволяет. Так, я сделала маску для лица. У меня маска от Сето. Хорошие маски, давно ими пользуюсь. А это хлеб, который мы сделали в хлебопечке, такой французский, очень классный. Уже не первый раз делаем и здесь, и в Москве. Платье с воротничком. Ждем гостей, все в пробках. Такой дачный уют. У меня тут вот косметика. А мне нравится. Нет, но на следующий год здесь, я думаю, много чего поменяем. Но пока хотя бы так. Стол будем отодвигать. Тоже всего привезли. На гитаре оказалась порвана струна. У меня варится кофе. Внесли скамейку с улицы. Я только полы помыла. Ну и тут, где пруд, не доходя, тут вот коптильня. Курица будет. Ну, я есть не буду, но все-таки пруд вот там как-нибудь сходим. Меня оставили проверять. Потому что я в баню не хожу, не люблю. Попробовала китайскую водку на озере. Но это не на пляже, а у камня. Тут меня, конечно же, Андрей заставил не сидеть на камнях, поберечься. А вот это уже любимый пляж, где кораблик. Мне здесь больше нравится. Тортик после дня рождения остался, балуюсь. Пошли собирать чернику, ее здесь еще достаточно. Не везде, но вот нашли такое местечко. Буду готовить утром кашу, потому что соевого соуса нет, забыли купить. Из города не повезли. В общем, гуляем с пользой для дела. Красота. Сейчас уже вечер, будет смеркаться. Теперь можно сменить интенсивный такой темп на более спокойный. День рождения отметили, все убрала и до, и после. Сейчас надеюсь на размеренную, спокойную жизнь. Готовлю борщ и овощное рагу с рисом. Сейчас как раз-таки подготавливаю все овощи. Мою. Готовить буду в мультиварке. Ну, пока все в кастрюльку, а там все переложу в мультиварку, так как это, конечно же, гораздо быстрее. И вода испаряется меньше, что, конечно, лучше. Мне очень нравится такой образ жизни. Включила мультиварку, овощное рагу готовится. И пока я все подготавливаю для борща. Идем гулять. Решили прогуляться немного. До Пери станции. Никогда сюда не ходила. Вот интересно. Обожаю ходить пешком. Да, я, конечно, в кроссовках, а тут грязновато, но постараюсь аккуратнее. Интересно всегда для себя какие-то новые местечки открывать. Так что вообще супер. Погода позволяет. Дождя нет. Так, и идем на озеро прогуляться. Эта дорога мне вообще очень нравится. Красиво здесь. На озере, как всегда, красота. Народу, в общем-то, нет. Я всегда, когда в такое время прихожу на озеро, на пляж, так удивительно, когда вспоминаешь, сколько здесь летом народа.
утки. Они вообще смелые, не боятся, подходят, требуют. Ну, а я ничего с собой не взяла, почему-то забываю. Это, конечно, нехорошо. Недовольные. Лиса. Идем обратно. Так, накрыла на стол, ждем в гости. У нас тут картошка. Уже приехали в город. Я забежала в магазин за мороженкой. Сейчас иду домой. Но мы ненадолго, на пару часиков, потому что нужно сходить в магазин, купить фарш, кое-что взять из города, помыться. Еще зашли на почту. Ну и поедем на дачу. Я сейчас как-то мало снимала всю эту неделю, потому что сначала уборка, потом готовка, потом день рождения, потом уборка после дня рождения. Но там уже все пошло быстро, потому что я просто, когда гости уехали, все убрала, и было нормально. Сейчас схожу в душ, помою голову, посушу ее. И отлично. Возвращаемся на дачу. Вернулись на дачу. У нас идет дождик, ну такой мелкий. Мы хотели затопить печку, пообедать и пойти еще на озеро. Ну, по такой погоде вряд ли. Да, кстати, борщ, получился, как, в общем-то, и всегда хороший. Всем понравилось. А я еще до дня рождения, когда напекла пирожков, там капуста дала сок. Я прокипятила и оставила в холодильнике, потому что уже не было времени все это замораживать. А в этот раз мы забрали. Там прошло несколько дней, приехали, взяли в холодильнике этот бульон, привезли, и я в борщ добавила. Вот. Любимый попросил, но я думаю, что ничего плохого. Сейчас надо собрать яблоки, вот они тут. В этом году вроде как много яблок было, много насушили. Я сейчас хочу собрать яблоки и сделать компот. Так, небольшую кастрюльку. Тут вот белый налив. Погрызли. Да ладно, всем хватит, я так считаю. И всяким птичкам, и жучкам, и нам. Так. Поэтому буквально немножко пособираю. Я уже подмела полы. Потом на ночь помою. Как правило, я 2 раза в день мою полы, утром и вечером, потому что обычно вообще утром печку топим. Да сегодня нас не было весь день. Я там еще 3 пирога чайных успела испечь, потому что у меня любимый перед моим приездом купил яйца, я просила. Он, конечно, так старался. Как мне нравится, когда в доме свет горит, так снаружи смотришь, вот. А купила аж яйца, это, С0 категории крупные. Хотя я уже давно поняла, что для еды идеально С3, а для готовки С2. Это миф, что нужно нулевую категорию. Это неправда. На самом деле, иногда нулевая категория – это слишком много. Вот. И положил, как всякий мужчина, одну упаковку, сверху вообще не посмотрел, перевернул.
Ну и, соответственно, некоторые яйца побились. Вот, и вообще пришлось там быстро все это печь, что уцелело, помыть. Ну и в этот раз я приехала, думаю, надо... Ой, уронила яблоко, укатилось. Ну ладно, сейчас подниму. В итоге пришлось... Сегодня там 3 яйца оставалось в городе. Сделала чайный пирог, привезла сюда, потому что в любом случае в городе холодно. Мы там пока были, газ включили. Ну и, соответственно, думаю, все заодно. Пока мылась и полы там мыла, сготовилась. Один пирог оставила там, но это очень удобно, потому что я там любимому и блины, и оладьи, и пирожки оставляла не один раз, там вареники, пельмени. Мы еще когда в монастырской трапезной поминали его маму, мы там тоже потом привезли всякую рыбу вот эту, там тоже заморожено, что очень удобно. Поэтому я всегда, когда я сейчас что-то на дачу готовлю, я и немножко там оставляю. И 2 пирога привезли. К слову, один вытащили, второй непонятно где. В итоге я сварила компот, поставила вариться яблоки и арбуз. Потому что арбуз, как-то уже никто не ест. У меня ощущение, что он как-то уже его пора. Он, конечно, не испортился, но пора с ним что-то сделать. В общем, будет компот. Я никогда не варила компот с арбузом, но я не думаю, что будет что-то плохое. Кстати, дождик закончился. Может быть, хотя бы коротенькую-то прогулочку мы сделаем. Хотелось бы. Сделала еще овощное рагу, поставила. Вот фарш подготовила, компот. А это Сэм.